Имя Айсидоры Дункан хорошо знакомо русскоязычным зрителям, но скорее в контексте ее романа с Сергеем Есениным. Между тем, Айсидора была великой танцовщицей, которая оказала огромное влияние на современников и изменила будущее хореографического искусства. Сегодня поговорим об Айсидоре Дункан, как о великой танцовщице начала XX века. В Америке, где родилась Айсидора, никогда не было такого пиетета по отношению к классическому танцу, как в Европе и особенно в России. Поэтому, когда Дункан в юности попробовала балет и не смогла найти вдохновения в строгих формах и дисциплине, она не отчаялась и смело перешла к творческим поискам. Наверняка вы слышали, что Айсидору иногда называют босоножкой. Легко догадаться, причина в том, что она танцевала босиком. Но почему это настолько яркая и важная ее характеристика? Для начала давайте вспомним женскую моду XIX века. В определенные периоды дамы открывали плечи и носили глубокое декольте. Более, пожалуй, целомудренное, чем декольте предшествующих эпох, но тем не менее. Мода позволяла показывать красоту шеи, плеч, груди, но о том, чтобы обнажить хотя бы небольшую часть ноги, просто речи идти не могло. Это практически скандал. Женская ножка считалась крайне пикантной подробностью. В балете же со временем пачки укорачивались и укорачивались, в силу того, что техника усложнялась и танцевать в длинных юбках становилось просто невозможно. Неудивительно, что в глазах общественности это искусство имело определенную фривольную репутацию. Тем не менее, хотя пачка уже открывала голени и даже колени, о том, чтобы обнажить стопу, речи идти не могло. Даже в тех спектаклях, где это было необходимо для исторической правдоподобности, артисты выходили в балетках с нарисованными пальцами. Как вы понимаете, снять обувь и показать не только стопу, а вообще всю ногу, как это сделала Дункан, настоящий бунт и неслыханная дерзость. Почему же Дункан танцевала босиком? Во-первых, ее вдохновляла античная культура, воспевавшая красоту человеческого тела. Во-вторых, Айсидора, разделяя взгляды Жан-Жака Руссо, воспевала естественного человека, стремящегося к единению с природой. В образе обнаженного тела нет ничего противоестественного, а потому оно прекрасно, и стесняться его не стоит. Примерно такой была философия Дункан, выходившей на сцену не только босиком, но еще и в полупрозрачных туниках. Современники отмечали, что ее фигура не была точенной и безупречной, но Дункан это ни капли не смущало. В основе ее идей лежит восхищение индивидуальностью, уникальностью каждого тела и каждого танца. По ее мнению, танцевать надо, следуя за импульсом, естественно и непосредственно. В качестве примера Дункан приводила своим ученицам животных, летающих птиц, прыгающих кошек, порхающих бабочек. Про классический балет она говорила так. Тем, кто еще уверен, что современный балет может быть оправдан какими-либо историческими, хореографическими или иными мотивами, тем я скажу, что они не способны видеть дальше балетной юбочки и трико. Если бы взор их мог проникнуть глубже, они бы увидели, что под юбочками и трико движутся противоестественно обезображенные мышцы. Если мы заглянем еще глубже, то под мышцами мы увидим такие же обезображенные кости. Уродливое тело и искривленный скелет пляшет перед нами. Их изуродовало неестественное платье и неестественные движения, результат учения и воспитания. Как вы понимаете, поклонницей классического танца Дункан не была, однако все же признавала мастерство балетных и восхищалась их трудолюбием. В России Дункан впервые танцевала в царское время в 1904 году и стала настоящим кумиром артистов, художников и поэтов. Молодой танцовщик и хореограф Михаил Фокин остался под таким глубоким впечатлением от искусства Дункан, что начал ставить балеты на античные сюжеты. Но главное, вдохновившись Дункан, он начал экспериментировать и разрабатывать новый хореографический язык. Что касается самой Дункан, она еще несколько раз возвращалась в Россию с гастролями. А в 1921 году ей поступило предложение, от которого невозможно было отказаться – открыть собственную танцевальную школу в Москве. Интересно, что несмотря на отъезд Айсидоры Дункан за границу через несколько лет, школа просуществовала больше 3 десятилетий.
Наверное, то, что спустя столько лет, живя в мире, где танцем в тунике уже совершенно никого не удивишь, мы вспоминаем Айседору Дункан и продолжаем говорить о ее искусстве, является самым красноречивым свидетельством ее гениальности. О Дункан и ее танце написано много книг и статей, снято много фильмов. Поэтому, если вы заинтересовались ее личностью, вы без труда найдете хорошие, интересные источники. Надеюсь, мое видео вас на это вдохновит. Спасибо за просмотр и до встречи!